когда мы говорим о Шила Прабхупаде, Шила Шидхаре Махарадж, Шила Говинда Махарадж, для меня, и я думаю, для многих преданных, которые с ними, посчастливилось с ними общаться, они неразделимы, они как единое целое, потому что Шила Прабхупада познакомил нас с сознанием Кришны, Шила Шидхар Махарадж дал четкую, ясную дефиницию того, что есть сознание Кришны, а Шила Говинда Махарадж был живым воплощением учения Шидхара Махараджа. И таким образом, чтобы понять сознание Кришны, мы думаем о них, о всех в целом, и то учение, которое они предложили, оно как бы дистиллировано и дальше передано в ачарьях, которые сейчас продолжают эти учения, от Шрила Авадут Махарадж, Шрила Госвами Махарадж, Шрила Мадхусудан Махарадж, Шрила Ачарья Махарадж и многие другие. This is the principle of Vaishnava Acharya, that as the fruit is passed down, it's said in Srimad Bhagavatam, the beak of the bird breaks the fruit and makes the fruit sweeter. So I found that what Prabhupada gave was so sweet and so beautiful. And then coming to Srila Sridhar Maharaj, what? Even more beautiful. And then living with Srila Govinda Maharaj and being with him, seeing the life of Krishna consciousness, even more beautiful. И то есть это как передача фрукта, то есть чем дальше, чем дальше стадия развития, наверное, имеется в виду, тем слаще становится. То есть Шрила Прабхупада познакомил с сознанием Кришны, и там такая сладостная истина, а потом ты приходишь к Шрила Шридару Махараджу, а там еще слаще, а потом ты знакомишься с Шрила Говинда Махараджем и получаешь его общение, живешь с ним, ты понимаешь, что там еще более сладостное. So, like, this is the way it works. So now the fruit is passed to Goswami Maharaj, Avadut Maharaj, Srila Acharya Maharaj, and they have the fruit to give that is so sweet. And if you open your hearts to it, you'll receive it in a very powerful way. And I'm feeling like I'm their god brother, so I may not get that. you guys are very fortunate. И теперь фрукт передан Госвами Махараджу, Авадуту Махараджу, теперь они как бы его могут передать нам, всю эту сладость, всю эту ценность. И я, как их духовный брат, я смогу это все получить, поэтому я очень счастливым себя чувствую, вы тоже очень все счастливы. Yeah, so this is our fortune that Srila Prabhupada, like Srila Govinda Maharaj would say, he blasted a tunnel in the mountain of illusion. Как Шрила Говинда Махарадж говорил, Шрила Прабхупада, он пробил туннель в материальном сознании. And Srila Sridhar Maharaj and Srila Govinda Maharaj continued blasting and working through the tunnel. And now Goswami Maharaj, Avadut Maharaj, Madhusudan Maharaj, Acharya Maharaj, all these others are continuing the work. И Шрила Шидхар Махарадж, Шрила Говинда Махарадж, они продолжали работать в том же направлении, продолжали, так сказать, расширять этот туннель, и сейчас эту работу продолжают Шрила Госвами Махарадж, Шрила Авадут Махарадж, Шрила Ачарья Махарадж, Шрила Мадхусудан Махарадж. Yeah, so I understand how the transcendental fruit is passed, but still, because I'm friends with these acharyas, it's different. I knew Goswami Maharaj when he first joined. He was working in the book storage area in New York, and I was in the temple in Cleveland. И я знаю, как передается вот этот трансцендентный фрукт, но для меня это немножко по-другому, так как я являюсь другом этих личностей. Я познакомился с Госвами Махараджем, когда он вступил, он занимался книгами. He was in Cleveland? No, he was in New York at the place where they had the books for ISKCON. Он занимался, он был в хранилище книг в Нью-Йорке, а я был в Кливленде в храме. So anyway, I forgot this whole incident, but Goswami Maharaj, maybe 5 years ago, he tells me, yes, I remember in, whenever it was, 1971, you called me up from Cleveland and you needed Bhagavad Gitas.
Я уже забыла об этом, но где-то 5 лет назад Госвами Махарадж мне сказал, да, я помню, где-то 1971 год, ты позвонил мне и попросил, тебе нужны были Бхагавад-гиты. He remembered everything, what I said, what he said, from 1971, and this was like 2005 or something. И он помнил все, каждое слово, то, что он сказал, то, что я сказала, а это было, ну, то есть 71 год, а разговор, который мы сейчас вели, это было 2005. So, I was stunned. Goswami Maharaj is such brilliant mind. But, and anyway, he said, so you needed 12 Bhagavad Gitas, and I had 54 or something. But they were all saved for the LA party was coming, and they had reserved them all because they had bribed the leader of the book storage area with, they were bringing him a bucket of gulabjamans. Of what? Gulabjamans. They were bringing him a bucket of gulabjamans, so he was saving all 654 for them. Да, и он сказал, что тебе нужно было 12 книг, а у меня было 54 Бхагавад-гиты, но все они были зарезервированы для Лос-Анджелесской миссии, которые приезжали, и они зарезервировали все книги тем, что они подкупили главу вот этого хранилища книг, они ему везли Гуладжамуны, поэтому все 54 книги были для них. And Goswami Maharaj said that I yelled at him, I was very angry. Госвами Махарадж сказал, что Ньяси Махарадж на него накричал, был очень зол. And so he said, okay, I'll sneak you 6 or something. So he. И тогда он сказал, что ладно, я как-нибудь пронесу тебе 6. So a week later or something, we got 6 Bhagavad Gitas. But that was the first time I met Goswami Maharaj. And 30 years later, he remembered everything. Number of Bhagavad Gitas, how long we talked, what we said, everything. И это было 30 лет назад, более 40 лет назад, и он помнил все. То есть мы получили книги, это первый раз, когда я общался с Шрилой Госвами Махараджем, но спустя столько времени он помнил все. И количество книг, кто что сказал, сколько минут мы разговаривали, то есть очень умный, интеллигентный, блестящий человек. So by higher, arrangement, he's been given such tremendous capacity for service that I can see his, I wrote to him a letter and said, I offer my respects to you, who is somewhere up there on the way to my gurus. И ему по милости досталась вот эта мощь, вот эта способность, то есть к таким знаниям, к такому масштабу знаний. И в одном письме я ему писал, что я выказываю вам мое почтение, потому что вы где-то там, на пути к моим гуру. So I consider Goswami Maharaj, also to some extent Srila Acharya Maharaj, my Shiksha gurus. Я считаю Шрила Госвами Махараджа и в какой-то степени Шрила Ачарья Махараджа своим Шикша гуру. And when I pray, because it's necessary to pray as much as possible to understand what to do in your life. И когда вы молитесь, молиться надо как можно чаще, чтобы понять, что делать, чем заниматься в своей жизни. So when I pray, sometimes I'll pray to Srila Prabhupada, sometimes to Srila Sridhar Maharaj, but mostly to Srila Govinda Maharaj. И когда я молюсь, я иногда молюсь Шрила Прабхупаде, иногда Шрила Шридхара Махараджа, но в основном Шрила Говинда Махараджа. But if I can't resolve things through my prayer and trying to understand what is best for my devotional life, then I consult with Goswami Maharaj. Но когда я не могу найти ответы на свои вопросы через молитву, через внутренний диалог, тогда я обращаюсь с советом к Госвами Махараджу. So in that way, it's like Srila Prabhupada has departed, Srila Sridhar Maharaj has departed, Srila Govinda Maharaj has departed. But that flow of transcendental experience that came down through them has been given, has been taken by the surrender of these great souls, and we can still receive that same thing through them.
И таким образом, после ухода Шрилы Прабхупады, Шрилы Шридхара Махараджа, Шрилы Говинда Махараджа, трансцендентный поток опыта, он продолжает поступать через вот эти самопредавшиеся души наших учителей, с которыми мы можем общаться сейчас. Yeah, so, but we're dealing with different persons in a different time and place and circumstance. So the experience is going to be different, but the inner development will be the same. И мы каждый общаемся с разными личностями в разное время, в разных местах планеты, поэтому условия, обстоятельства развития нашего служения, они будут разные, но внутреннее развитие, внутренний прогресс, он будет, так сказать, не одинаковым, но истинным, похожим, однонаправленным. But having said that, the time of Srila Prabhupada, because he was empowered by Nityananda Prabhu, was a special time that we may never see again, I think. Но так как, говоря о временах Шрилы Прабхупады, так как он был поддерживаем Нитянандой Прабху, то такого мощного воодушевления, такого мощного потока опыта, возможно, мы уже и не увидим. And similarly, you know, because each guru has his own specific quality and characteristic and way of approaching and teaching Krishna consciousness, that experience, each experience, while on one level is the same kind of growth in Krishna consciousness, on another level, it's a different type of sweetness and different type of heart's reception of the transmission of what Krishna consciousness is. И так как у каждого гуру свои качества, свои особенности, то, несмотря на то, что внутренний рост, внутреннее развитие сознания будет одинаковым, но сладость, с которой передает каждый учитель это знание, она отличается и будет раскрывать разные грани. So now we have opportunity of experiencing Krishna consciousness in a different context, based on the nature and surrender of the different acharyas of Sri Chaitanya Saraswat Math. И теперь у нас есть возможность изучить сознание Кришны с позиции самопредания вот этих ачарьев по всему миру. На примере их самопредания. Anything else?